Нейросеть Клод начала массовые блокировки пользователей из России. Пишите, надо ли вам какие-то проводить экскурсы. Я пользуюсь всеми этими приложениями, естественно. Классные штуки. Клод одна из таких хороших, но опять же все зависит от задач. Но давайте ознакомимся, нам об этом сообщает база. Вообще, какое дело базе, она совершенно провластная, она должна не любить Клод, потому что Клод не любит власть Российской Федерации. Тем не менее, они что-то рассказывают. По данным базы, своих аккаунтов лишились несколько сотен человек, айтишники, просто айтишники создали Клод. Они перед этим чат GPT создали, они же, кстати говоря. Но тем не менее, и бизнесмены безвозвратно потеряли внешние мозги. Внешними, у них есть часть внешняя, часть внутренняя, что ли, как это вообще работает, которые выстраивали месяцами, мозги выстраивали, архитектуру сложных проектов и аналитику. Короче так, в качестве утешения пользователям возвращают деньги за подписку. Безумие какое-то. Клод, языковая модель компании Tropic, да, как и чат GPT, не как и чат GPT, он был разработан теми же создателями, но как бы с другими целями. Просто вот они решили создать такую более творческую, с одной стороны, для тех, кто не знает, и в то же время там очень много цензуры. Ну, все то, чего вот у базы нет, а у них есть. Официально она недоступна в Российской Федерации. И вот здесь я бы новость остановил. Если честно, я в этот момент новость не понял. Она официально недоступна в РФ. Об этом пишет абсолютно пропагандистская, абсолютно, там, не знаю, вот этот патриотизм сомнительного толка база о каких-то айтишниках из России. И дальше вставляет, что она запрещена, конечно, недоступна в РФ, да, и все. А как они ей пользовались? Но ограничения обходили. Вы что, дебилы, что ли? Я серьезно, у меня другого названия нет. Почему их не сажают? Они нарушали закон какой-то там странной какой-то площадки. И рассказывают мне об этом совершенно спокойно. Они обходили. Обойти это можно совершенно законно. Я просто недоступно в РФ. Да, в РФ недоступно. Выезжайте из РФ, получаете совершенно нормальный статус в стране, к которой нет такого-то отношения у этой площадки. И пользуйтесь ей на здоровье, платить там, не платить. Я если честно, понять не могу. Вот эта привычка цап-царап там или как-то, да, это же ненормально. Еще раз, прививать это и на площадке столь патриотичной, столь присмыкающей, работающие со спецслужбами, они говорят, что она недоступна, но ограничения обходили. Эксперт по AI Дмитрий Антипов, эксперт, по обходу эксперт-то что ли, в беседе с базой предположил, что именно серая схема подключения и стала причиной масштабных блокировок. Варье, получила по рукам. И о чем новость? Вероятно, Атропик проводит эксперименты по внутренней оптимизации. Они так обсуждают, как какую-то злую информацию. Это просто они умственно какие-то странные. Ужесточение верификационных проверок для любых. Так, еще раз, едете в любую страну, который предлагает, то есть вот это приложение, где работает. В чем проблема-то? Они мне рассказывают о том, как они обходят. Обойти очень просто. Ничего не обходя. Просто уважать закон, своим примером показывать, я уважаю закон, я никогда ничего не цап-царапаю. Либо едешь куда-то, либо в своей стране налаживаешь контакты с мировым сообществом, выгоняешь пендалями, своего министра иностранных дел, если он не способен ничего решать, ставишь туда молодого какого-то мальчишку с политологию, закончившего с красным дипломом какого-нибудь, и все у тебя начинает работать мгновенно. Выборы, президенты, в общем, полная повестка, но они предпочитают что-то там, как-то какие-то обходы, нормальные вообще, и обсуждают это. Ужесточение верифицированных проверок для любых неподтвержденных аккаунтов может быть их частью. Мне вообще без разницы, что там уголовнику, какому-то бандюге не нравится. Мне не нравится, что его не уничтожили за преступление. И у меня такое отношение ко всем преступникам, ибо я крайм-шоу. Эксперт по внедрению Роман Адаменко, внедрили ему там что-то, считает, что причиной также стало нестабильное интернет-соединение в сочетании с постоянными переподключениями. Короче, совершенно мне неинтересно. Это как заглянуть в какой-то шалман, где сидят полубухие, пьяные и вообще не очень хорошо помнящие свою гендерную принадлежность, ибо часто не помнят, что было ночью, в какой луже. И обсуждают о том, как они куда-то там влезают в какую-то, нарушают какие-то правила. Но мне когда-то было два деятеля, по-моему, Стас как просто и еще один товарищ там из Украины какой-то, вот они, крупные такие блогеры достаточно. И они обсуждали о том, как, по-моему, я боюсь соврать, что тема была обсуждения, я имею в виду, боюсь соврать по поводу самих блогеров, кто принимал участие в этом диалоге.
По-моему, просто вот этот, они там по распаковкам телефонов специально. И он такой, что что-то блокируется, и они там это обходят, говорит, у меня какие-то хитрости есть. Ну, короче, обманывал, все строил на том, что кого-то обмануть, где-то кого-то надуть. И мне что наложилось, что однажды ему просто забанили его канал к ядрене фени, потому что он бандюга, вор и подонок. И он такой, и потому что я русский, говорит. Во-первых, русские не воры, не подонки и не ублюдки присмыкающиеся. Поэтому русских не бань. Я русский, мне никто ничего не банит. Ну, кроме страйками, там, со стороны Симонян иной раз пролетает. Ну, образно. Ну, как не совсем образно, она же за русскую службу Ютуба отвечала. Ну, там, ее подружка, по крайней мере. Это выяснилось во время судебного разбирательства, там один им Rush Today прислал несколько страйков, тут просто на каждых их каналах, там было 30 с чем-то, и эти страйки не сработали. И он в суд подавал, потому что там, оказывается, все это пробивало, лоббировало определенный русский YouTube такой, там свои переводчики, ну как представительство типа. Вот, и потом еще Симонян плакал, когда их оттуда выпнули, ну и ее, и в принципе всех начали выталкивать, потому что они ломают систему. Вот, ну и, короче говоря, я так немножко объясняю, что там кто с кем связан, кто как влезает и как они умудряются просто ломать любую систему, навязывая свои вороватые ценности. Вот, так что для меня новость прекрасная. Для тех, кто не очень хорошо понимает, еще раз, вот сам этот Клод замечательный совершенно, так что рекомендую пользоваться, классная штука, главное не нарушать никакие законы и правила с точки зрения создания текстов, каких-то описаний, ну практически как чат GPT, но только способна писать больше. Большие тексты, GPT такая говорила, развлекалка, ну, для тех, кто, наверное, постарше, молодежь все это знает. Это для того, чтобы короткий какой-то ответ, четкий, внятный, лаконичный. А Клод, он больше для того, чтобы он может и большой текст вам создать, то есть у него нет вот этих обрезаний. Он более такой художественного тему. Ну, это есть какой-то доклад вам надо сделать, или даже со стилизацией, или с адаптацией под любого слушателя, то вот это Клод сделает лучше, у него больше такой творческой ценности. Но языковыми моделями сейчас не все ограничивается, есть масса различных, опять же, каких-то ресурсов, которые внедряют в себя разные модели, и сегодня, кстати говоря, трендом уже является даже не столько какие-то отдельные вот эти самые болталки языковые, сколько агрегаторы такие, которые используют всех их по чуть-чуть, и у них свои мозги, которые выбирают, что вам под ваш запрос нужнее. Вот. Везде уже и картинки, и видео рисуются, ну, как бы уже позапрошлый день, ну, эти базы там что-то обсуждают, я не знаю. Читать иной раз базу, это как зайти в какой-то лес, где очередной анекдот про партизан, который не в курсе, что закончилась война, так условно говоря. То есть такие отстающие в развитии немножко. Но в любом случае, если кто-то пользуется ресурсами такими вот провластными из России, в России много молодых, прекрасных, талантливых людей, которые живут, что называется, в ногу со временем, но есть провластные. Во власти сидят одни старичья везде, то есть в МГУ не могут избавиться, несчастный студент от этого Садовнича, он там уже воняет своей старостью на весь университет. Скоро университет развалится из-за того, что у него во голове разваливается какая-то хрень биологическая, гниль. Вот, но есть, естественно, кто-то держит пальчик на пульсе времени, есть такие, но есть такие, да, вот то, что присмыкается ко всему этому старческому, оно все, естественно, мочой начинает немножко пованивать. Это неплохо, это не страшно, но это надо учитывать. Так что все здоровье, процветание, учитывание, это неплохо, кстати говоря. Мысли старых ведь тоже интересны, понимаете? Ну так, для сравнения, там, например, как они там вообще, совсем ли плохи или еще не очень. Вот, ну и увидимся, короче. Берегите себя и разбирайте, да, то есть критическое мышление ни в коем случае не забывать, и выбирать, и сравнивать, и приходить к средним, значит, ближе всего истине результатам.